Самые редкие растения России. Флора России по множеству причин беднеет с каждым годом. Основной причиной исчезновения многих видов флоры на территории России является хозяйственная деятельность человека. Бесконтрольное собирательство, распашка земель, лесные пожары и ухудшение экологической обстановки в стране губит природу. Неудивительно, что в Красную книгу вошли сотни видов растений. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и оставляйте комментарий. А мы продолжаем. Стоит отметить, что некоторые занесены в список по причине малочисленности. Они довольно привередливы к природным условиям и произрастают не везде. Благо, существуют различные ботанические сады, дендрарии, заповедники и заказники. В общей сложности на территории РФ их больше 300, и все они различны по площади, от нескольких гектаров до нескольких сот тысяч гектаров. Какие же растения являются самыми редкими в России и требуют столь тщательной охраны? Пион тонколистный. Данный цветок существенно отличается от всех привычных садовых видов. Растение имеет сильно разделенные на игловидные доли листья. Период цветения начинается в мае, длится не более 10 дней. Но и после этого растение сохраняет свежесть своей листвы до конца лета. В природе встречается нечасто, занесен в Красную книгу России. В местах произрастания цветка из Красной книги введен особый режим природопользования. Запрещено строительство, распашка земель, выпас скота и другие. Радиола розовая, также известна под названиями золотой корень, розовый корень, радиола розовая и сибирский, тибетский женьшень, многолетнее травянистое растение семейства толстянковых, включено в Красную книгу Российской Федерации. Название золотой корень растения получило по корневищу, которое имеет цвет бронзы или старой позолоты с перламутровым блеском. Анимонаструм пермский или ветреница пермская – растительный вид, занесенный в Красную книгу Среднего Урала. Название рода происходит от греческого слова анимос – ветер. Травянистое многолетнее растение семейства лютиковых, до 65 см высотой. Стебли, как и листья, одеты густыми горизонтально отопыренными, немного к низу отклоненными волосками. Цветки 2-3 см в диаметре, листочки околоцветника эллиптические, белые, плоды около 7 мм длиной. Желтая кувшинка получила свое название от ближайшего родственника, кувшинки белой. Она растет в воде на мелководье, а ее листья находятся и на поверхности, и под водой. Официально желтая кувшинка называется кубышкой за свой плод. Цветет кубышка с последних дней мая и до августа крупными, желтыми, почти шаровидными цветами. Цветок срывают и для букетов, и в качестве лекарственного средства. Свойства кубышки признает и официальная медицина. Лилия саранка или кудреватая, бадун, маслянка, царские кудри, прелестный белоснежный, сиреневый или розовый, с темными точками, цветы с красиво загнутыми лепестками, цветущие в июне-июле. Родиной этой разновидности лилии считаются степи или со степи Сибири. Существует легенда, что цветок придает воинам силу духа, бодрость, храбрость и стойкость. Он красив в букетах, а его клубни считаются съедобными. Помимо красоты, он также обладает многими лечебными свойствами. Колокольчик доломитовый – цветок, который растет только в России, в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии, Чеченской Республике. У него очень красивые белые цветы, до 4 см, расположенные на длинных цветоносах. Колокольчик доломитовый срывают из-за его декоративного вида, а также его численность резко сокращается из-за прокладки дорог и других строительных работ на месте его произрастания. Пальчатокоренник пятнистый, или крапчатый, относится к семейству орхидейных, встречается на территории России в европейской части, но очень редко. В мае-июне на кистевидных соцветиях распускаются фиолетовые цветки в окружении пятнистых листьев. Порошок из высушенных клубней обладает противовоспалительным, обволакивающим, общеукрепляющим и смягчительным действием. Ирис желтый или болотный, водяной, произрастает в европейской части России, по сырым берегам озер и рек, на болотистых лугах. На разветвленном стебле пучками по 3-8 штук растут светло-желтые с оранжевой серединкой цветки. Из ириса желтого производят эфирное масло, которое применяют в парфюмерии, а высушенные корневища, обладающие приятным фиалковым ароматом, применяют в кондитерском производстве, при производстве вин, ликеров и других напитков. Гастродия высокая или пузатка – это чрезвычайно редкое многолетнее растение из рода орхидных. Гастродия находится на грани полного исчезновения, поэтому давно занесена в Красную книгу. Она интересна своим необычным видом, ее стебли достигают 1 метра, при этом не имеют листьев, цветет красивыми крупными цветами, собранными в кисти, длина которых достигает 20 см. Осенью появляются плоды, коробочки, наполненные семенами.
Венерин башмачок, дамская туфелька, башмачок леди – все это названия одного растения. Эту орхидею еще можно встретить в Сибири, в негустых хвойных или березовых лесах. Цветы весьма привлекательные. Местные жители собирают их на букеты, выкапывают корни для дальнейшего выращивания на своих участках. Красоднев желтый цветет крупными ярко-желтыми душистыми цветками, формой напоминающими воронку. Из-за привлекательного вида цветов и целебных свойств, его активно собирают, выкапывая корни. Народная медицина использует растения для лечения сердечных заболеваний и болезней печени. Настой корней поможет избавиться от болезненных ощущений в подложечной области. Принимают при лихорадке, ревматизме, желтухе. Из корней готовят лекарства для лечения гинекологических заболеваний. Из отвара делают компрессы для лечения нарывов и опухолей. Кандык сибирский – красиво цветущее луковичное растение. С середины весны, апреля-мая на его стеблях появляются поникшие, розово-лиловые колокольчики. Произрастает в сибирском регионе России. Его луковицы съедобны, их можно есть сырыми или жарить, а также запекать на костре, словно картошку. Помимо питательных свойств, растение лечебное. Отвар из него используют как общеукрепляющее, стимулирующее средство. Компрессами из свежих листьев лечат опухоли и язвы. Также народная медицина использует его в качестве рвотного средства или противоядия. Фиалка надрезанная – одно из самых прекрасных цветущих растений. Это фиалка с красивыми цветами, которые украшают фиолетовые венчики, растет на лугах и хвойных опушках. Также ее можно встретить на берегах рек или каменистых склонах. Данный цветок размножается семенами, которые вызревают не каждый сезон. Поэтому растение стало очень редким и внесено в Красную книгу России. Безвременник веселый. Ареалом растения является Дон, Волга и Предкавказье. Это травянистое многолетнее растение, которое произрастает исключительно на лесных полянах и лугах. Безвременник очень напоминает крокус. Окраска цветков варьируется от лиловой до фиолетовой. Период цветения приходится на осень. Безвременник относится к ядовитым растениям, его используют в медицинских целях. Основной причиной сокращения численности является массовый сбор на букеты. Оставшиеся в земле луковицы восстанавливаются плохо. Подснежник широколистный. Растение является эндемиком центральной части Кавказа и встречается на альпийских и субальпийских лугах. Большую часть года подснежник широколистный проводит в виде луковиц под землей. Это морозостойкий вид, предпочитающий затененные места. Подснежник просыпается осенью, а весной наращивает зеленую массу. Период цветения приходится на март-апрель. Цветы источают тонкий аромат. Точная численность до сих пор не установлена. В некоторых районах виду грозит полное исчезновение. Туристы и сборщики растений бесконтрольно срывают цветы и выкапывают луковицы. Из-за срезанной листвы ухудшается качество цветения в следующем году. Лотос орехоносный – редкий вид из семейства лотосовых, произрастающий в реках Амурской области, Приморского края, а также по берегам Каспийского и Азовского морей. Корневища этого водного многолетнего растения погружены в ил, а листья торчат над водной поверхностью. Цветение приходится на июль-август. Розовые цветки лотоса орехоносного достигают 25 см в диаметре. Семена сохраняют схожесть на протяжении многих лет. На сокращение численности популяции повлияло освоение пойм и сильные паводки. В период цветения лотос страдает от рук желающих сорвать цветок. Люди не осознают, что цветок не будет стоять в вазах, он увядает за несколько часов. Увеличение численности наблюдается исключительно на охраняемых территориях страны. Женьшень обыкновенный – узкоареальное растение, которое встречается в Приморском и Хабаровском краях. Женьшень обыкновенный растет в кедрово-широколиственных лесах и на каменистых склонах. Как правило, встречаются единичные особи, растение не образует скоплений. По форме корень этого многолетника напоминает фигуру человека. У него мощный корень, тонкий стебель, а соцветие образует зонтик. Мякоть плодов ядовита. Растение пользуется славой исцеляющего средства. Оно обладает общетонизирующими свойствами. В медицине применяют корни женьшеня, которые содержат эфирные масла, микроэлементы, витамины и пептиды. Падение численности напрямую связано с заготовкой корней. Страдает женьшень и от лесных пожаров. На сегодняшний день растения разводят искусственно. Плантации находятся в Приморском крае.
Меч-трава – реликтовое растение, произрастающее в европейской части России и на Кавказе. Оно получило свое название благодаря острым листьям, которые напоминают меч и обладают режущими свойствами. Трава растет по заболоченным и илистым берегам рек и озер страны. Растение вытягивается до 1,5 метров в высоту. Соцветие напоминает колоски, а семена разносятся водой. Точных данных о численности популяции нет. Меч-трава находится под угрозой полного исчезновения. К негативным факторам относят хозяйственное освоение водоемов, добычу торфа и пожары. Водоемам, по берегам которых растет меч-трава, необходимо придать статус охраняемых территорий. Водяной орех – травянистый однолетник, который встречается в дальневосточных реках. Этот реликтовый вид развивается исключительно в теплой воде. В слабопроточных водоемах формирует густые заросли. Глянцевые листья по форме напоминают листья березы. Белые цветки появляются в середине лета. Созревшие плоды похожи на голову чертика. Долгое время семена водного ореха массово собирали для кулинарных и медицинских целей. Сегодня растение страдает из-за загрязнения водоемов и длительных засушливых периодов. Для восстановления численности необходим контроль над состоянием популяции. И последнее растение в списке – самшит колхидский, кустарниковое растение, распространенное на склонах Большого Кавказа. Его средой обитания являются влажные леса. Важную роль в развитии самшитовых рощ играет обилие тепла, влаги и света. У кустарника мелкие зеленые листья, кору покрывает зеленый мох, который выступает в качестве теплоизолятора. Во время цветения на кустах распускаются желтые цветки. Ценность представляет прочная древесина, которая под собственной тяжестью даже тонет в воде. Вырубка и экспорт негативно сказались на численности растения. Только максимальный контроль над состоянием рощи, полный запрет на вырубку позволит сохранить на территории России этот малочисленный вид. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим роликом и оставляйте комментарий. До новых встреч!